Привет, Люцифаны! Мы начинаем новую рубрику «Разбор серии сериала «Люцифер». Логично было бы начать с самых первых, но тогда эта рубрика будет выходить дольше, чем сам сериал. Поэтому мы начнем с самых свежих, а именно с 5-го сезона. Присаживайтесь поудобней, мы отправляемся в мир падшего ангела Люцифера и лучшего детектива Лос-Анджелеса Хлои Деккер. Итак, первая серия 5-го сезона показывает нам, как персонажи справляются со своими проблемами, как пытаются от них сбежать и переключиться на работу или другие вещи. Мы наблюдаем за расследованием дела по убийству Ли Гарнера. Это парень, который уже несколько раз появлялся в сериале «Люцифер». Существует даже ряд теорий, что персонаж Ли как бы отзеркаливает самого Люцифера, и появился он в первой серии не просто так, но об этом в других выпусках. В начале серии мы видим в очередной раз, как работает ад, а также наблюдаем за тем, как на Земле Хлоя справляется с отсутствием Люцифера. А справляется она, мягко говоря, так себе, уходит в отрыв, находит себе Люцифера-заменителя в виде Мейс, но любые упоминания о нем другими героями все так же приносят ей дискомфорт. На самом деле даже слепому видно, насколько сильно Хлоя страдает без своего напарника. То тут, то там проскакивают моменты, которые ей напоминают о времени, когда Люцифер был на Земле. Да что тут говорить, если также и в аду сам дьявол, осознав, что действие персонального заключения Ли происходит в Л.А., берется расследовать это дело, чтобы напомнить себе о временах рядом с Хлоей. Именно с этой серии начинает четко прослеживаться глубокая и сильная связь Деккер-Стар, неподвластная расстоянию и времени. Напомню, что для Люцифера с событий 4-го сезона прошло уже не одно столетие. Интересно отметить, как показана параллель в расследовании одного и того же убийства двумя парами детективов в двух разных мирах. Хлоя с Мейс и Люцифер с Ли почти одновременно появляются в одних и тех же местах, а также почти одновременно Люцифер и Хлоя осознают, что как бы они ни пытались заменить друг друга, это бесполезно. Хочется отметить еще и то, что было забавно наблюдать за тем, как каждый грешник, попавший в ад после смерти, считал нужным сообщить Люциферу о делах Хлои на Земле. У меня даже появилось ощущение, что в аду нужно произносить какое-то кодовое слово, которое связано с Хлоей Деккер. Ну а если серьезно, также важно отметить, как сильно Люцифер хотел помочь Хлое с расследованием, даже когда он сам находится так далеко от нее. Настолько сильно хотел помочь, что идет на крайние меры, против которых ранее устанавливал законы в аду. Да не вселись ты в человека. А тут вполне обыденно сам отправляет своего демона вселиться в свеженький труп, чтобы помочь Хлое и дать ей подсказку. То есть ради любимой можно нарушить свои же законы. Интересно в этой серии и то, как раскрывается Люцифер, когда в конце эпизода приводит Ли к его семье, и, как он сам говорит, в корень его адской петли, и произносит пламенную речь о страхах Ли разочаровать дорогих людей и все испортить. Очевидно, что в данном случае Люцифер говорит и о себе тоже, что все это заточение в аду не только часть его долга по защите мира и Хлои, но и страх испортить все, если бы он был на Земле. То есть Люцифер настолько боится потерять свою единственную любовь, что в каком-то смысле проще находиться в аду, чем быть на Земле и знать, что в любой момент можешь разочаровать ее. Наверное, в этом самая большая дилемма Люцифера на этом этапе сериала. Мейзекин в первом эпизоде уходит во все тяжкие вместе с Хлоей и по своей любимой тактике вытеснения пытается в себя и всех вокруг убедить в том, что не скучает она ни по кому. Никакая Ева. Нет. Стоит отметить, что это, наверное, последняя ступень для Мейзекин перед грандиозным моральным падением. Она зла на Люцифера за то, что он ее не забрал с собой в ад. Она обижена на Еву, потому что та оставила ее одну. И ко всему прочему, под конец серии она еще понимает, что у каждого, кто ее окружает, есть люди, которые для них так или иначе дороже, чем Мейзекин. Ну, знаете, дружба дружбы, а любовь по расписанию. И как бы она ни пыталась, видно, что все происходящее ее задевает намного сильнее, чем должно задевать бездушного демона. Но так ли она бездушна?
Возможно, шоураннеры с этой серии уже готовят почву, чтобы показать наличие у Мэйзекин души. Дэниел – это очередной персонаж, который борется с душевной болью. Мы видим, как он пытается самосовершенствоваться, читать книги, облагораживать пространство вокруг себя разными отдушками и мотивирующими фразочками. Но абсолютно всем понятно, что он все еще скучает по Шарлотте. И заполняя свою жизнь всем этим мотивирующим потоком, просто не дает себе погрузиться в боль и в печаль по той, кого потерял. Элла же в этой серии как другая сторона медали. Нам постепенно раскрывают ее и как будто бы готовят нас к тому, чтобы показать ее темную сторону. В серии несколько раз отмечается ее влечение к плохим парням и неправильным выборам. Складывается ощущение, что она либо очень себя недооценивает, либо такими выборами наказывает себя за что-то, что нам пока неизвестно. И ей просто сложно принять, что она может быть достойна чего-то или кого-то хорошего. Тем временем Аминадиль продолжает искать себя в мире людей, но теперь к этим поискам добавляется гиперответственность за жизнь и безопасность Чарли. Он всеми силами пытается сделать этот мир безопаснее ради него. Ему все еще вспоминаются отголоски ситуации, когда он не справился и его сын оказался в опасности. В серии интересно показана беседа двух отцов, Аминадиля и Дэна, и очень мудрые слова о том, что невозможно искоренить все зло на планете, но важно быть лучшим отцом для своего ребенка. На этой прекрасной ноте мы переключаемся на Линду, которая окончательно слетает с катушек по желанию вырастить из сына вундеркинда, каких свет не видывал. Забавно наблюдать за тем, как психолог, которая помогает каждому персонажу в этом сериале, сама окунается в жуткую одержимость идеей превосходства ее малыша. Уже в следующих сериях мы узнаем, откуда растут ноги у такого поведения, но пока нам показывают ослепленную любовью Линду, где восхищение перекрывает здравый смысл и все психологические знания. В финале эпизода Хлоя попадает в нормальную такую передрягу, когда провожает сестру Ли к ней домой. И несмотря на то, что об этом узнает Люцифер, спасать ее приходит совсем не он, а Михаил. Хотя она об этом еще, конечно же, не знает. Так почему же Люцифер не пошел спасать Хлою? Скорее всего, он слишком уверен в своем детективе и знает наверняка, что выбраться из такой ситуации ей под силу без сторонней помощи. Мне интересно ваше мнение. Если бы Михаил не пришел спасти Хлою, выбралась бы она из этой перестрелки или были бы жертвы? Обязательно делитесь в комментариях. Важно отметить, что в конце серии мы не до конца понимаем, кто все-таки украл деньги убитого Ли. Больно подозрительно ведет себя его сестра и слишком большой интерес проявляет к брату, которого давно вычеркнула из собственной жизни. Но давайте вернемся к Михаилу. Вот наступает хэппи-энд. Он спасает Хлою от плохих парней и получает поцелуй принцессы. Но кажется, что принцесса с первого поцелуя точно понимает, что принц-то не ее. В общем и целом можно смело говорить, что первая серия 5-го сезона открывает больше вопросов по каждому персонажу, чем дает ответов. Мы увидели и подтверждение прочной связи Деккер Стар, и попытки пережить боль Дэном, и страдания одиночества Мэйс. Нам начинают показывать темные влечения Эллы и родительские проблемы Аминадиля с Линдой. Как и полагается первой серии сезона, все пропитано красной нитью идеи дальше больше. На этом у меня все. Делитесь своими мыслями по поводу первой серии в комментариях. Ну а мы с вами увидимся в новых видео. Пока!